Добрый день, друзья! Канал Masters of Body снова с вами. И по вашим многочисленным просьбам мы решили дать несколько тренировок в плане летнего периода реабилитации и восстановления. И сегодня мы предложим вам легкую, лайтовую летнюю тренировочку грудных мышц. В конце немножко зацепим трицепс. Значит, почему это нужно и что вообще, в чем принцип, в чем позыв? То есть, не все люди могут позволить себе уехать в отпуск. И не все могут позволить себе тренировки на свежем воздухе, которые мы ранее показывали. Некоторые просто не хотят полностью прерывать тренировочный процесс. Но вопросы, касаемые восстановления плечевых суставов, прочих всяких связок, мышц и вообще позвоночника, остаются открытыми, и поэтому тренировка должна быть максимально легкой. При этом учтите, что сейчас стоит жара, очень жарко, и в принципе заниматься с тяжелыми весами далеко не всем хочется и нет желания в организме. Поэтому мы построили такой тренировочный процесс, который в принципе не будет перегружать вашу нервную систему, позволит хорошенечко налить мышцы, кайфануть и в то же время сохранить здоровье ваших суставов, связок, дать им отдохнуть все-таки и восстановиться, и при этом получить наполнение мышечных тканей. В общем, небольшое удовольствие. Тренировка будет сжатая, короткая. И после разминки, которую демонстрирует Андрей, мы переходим к первому суперсету. Первый суперсет – жим в машине Смита под углом 30 градусов и дополним его сведением в кроссовере. Почему угол 30 градусов? Голова находится выше горизонтали, кровь сильно не приливает, вам вполне комфортно лежать и дышать. Далее, машина Смита – это минус 4 степени свободы. То есть плечи, локти. Не включаются стабилизаторы, идет очень мягкий рабочий ход, конкретная целевая зона загружается, то бишь верх грудных, а суставы при этом не испытывают никакого дискомфорта. Далее, вес такой, чтобы вы могли сделать приблизительно 15 повторений. В нижней точке растяжка хорошая, вверху, как видите, Андрей полностью локти не выравнивает. Таким образом, ход получается мягкий, центральная нервная система, нейромышечные связи полностью активизируются, никакого перенапряжения для головы нет, сплошной кайф. 15 раз сделали и идем в кроссовер. Мягеньким кроссовером работой продолжаем подгружать среднюю и нижнюю часть грудных. То же самое, ход плавный, вес небольшой, нижняя точка фиксация, вот она, подрезочка идет. Вверху поднимаем блок настолько, чтобы у вас не было зажатия в плечевом суставе. Грудь растянули, плечи не ломаем. Мягко отработали 12-15 повторений и выполним это все в 3 подходах. Голова не устает, класс, грудь наливается, сплошной кайф. А вот после этого можно будет немножко взять свободного веса. Упражнение номер 2, друзья. Жим гантелей под углом 20 градусов. То есть 30 градусов было. Опускаемся немножко ниже, но еще не горизонталь. То есть голове также комфортно. В принципе, этот угол, наверное, по вопросам наших потребителей нашего продукта, один из самых комфортных для жима. То есть и не горизонталь, когда голова испытывает давление, и не настолько вертикальный, и в то же время огромный массив грудной мышцы у нас находится в работе. Суперсета нет, но фишка в том, что делаем его по 12 повторений, не меньше. В итоге грудь получает колоссальный налив, а вес небольшой. Плечевые суставы, локти не страдают. После предварительного мощного разогрева, выполнив 2, ну лучше 3 подхода, можно будет перейти к следующему упражнению. После того, как мы сделали жим под углом 20 градусов, мы продолжаем менять углы и бомбить грудь под разными углами. Теперь речь дошла до штанги и делаем жим горизонтальный, естественно, без всяких углов. Вы скажете, а что же здесь особенного? Дело в том, что третье упражнение, и естественно на штанге вес тоже небольшой. Совсем небольшой, который вы в состоянии выполнить не менее 12 повторений. И сделаем мы таких всего 2 подхода. Казалось бы, мало, но в конце тренировки, когда выполните всю программу, вы почувствуете колоссальнейший налив грудных, при этом у вас абсолютно не будут чувствоваться и болеть плечевые, локтевые суставы или кисти, тем более поясница. Итак, как я уже сказал, 2 подхода по 12-15 повторений. Следующий суперсет у нас будет брусья и разводка под углом 30 градусов. Значит, почему брусья? Низ груди мы начали прорабатывать лишь в кроссовере сведения. Теперь, естественно, для того, чтобы подгрузить хорошенечко, мы используем не штангу, не гантели, а собственный вес. После предварительных всех утомлений
этого будет достаточно. Работа для суставов, для локтей вполне себе мягенькая. Если в вашем зале есть конфигурация брусьев, которая сходится, беремся чуть поуже, чтобы начать подгружать уже и трицепс. Он нам все равно нужен сегодня, вот как у Андрея работает, и потом мы его все-таки в конце добьем. Выполнив максимально возможное количество повторений, пусть оно уменьшается с каждым подходом, например 15, 12, 10, переходим к разводке с гантелями. В начале тренировки мы верх грудных начали прорабатывать в машине Смита. К этому моменту он уже достаточно отдохнул. На брусьях мы забились хорошо, мы прокачали низ грудных, включили трицепс. И вот теперь самое время потянуться. Опять 30 градусов. Голова опять у нас не устает, а верх грудных, в принципе средняя часть тоже, хорошенечко тянем. Глубокое дыхание, что позволяет вам даже отчасти отдохнуть. Голова не устает, отдыхает. И тянемся, получаем удовольствие небольшим весом 12-15 повторений. Тут уже смотрите по суммарному объему работы, по вашей общей усталости. В принципе, я и 10 раз делаю, относительно рабочим весом. Можно 12-15. Главное, не чувствовать дискомфорта в плечевых суставах обязательно. Место прикрепления грудной мышцы тоже обязательно поберегите, это важно. То есть никаких резких движений. Плавненько, очень податливый вес. Ваша задача, помните, просто напампиться, просто сохранить здоровье и реабилитировать, реанимировать после года работы ваши суставы. Поэтому никакого экстремизма, слегка сделали зарядку летнюю и пошли пить холодный квас. Итак, грудные мышцы мы проработали сверху донизу и обратно доверху. И при этом всем трицепс уже получил колоссальный налив, он забит. И что теперь нам осталось с ним сделать? Правильно, немножко его потянуть легким весом. Делаем это на нижнем блоке. В кроссовере с канатной рукоятью. Обратите внимание на высоту блока. Не обязательно опускать его в самый низ. То есть вы должны поставить его так, чтобы вам в первую очередь было удобно занимать исходное положение, вот как это сделал Андрей. Он под свой рост выставил этот блок, кому-то можно выше, кому-то ниже. Теперь смотрим на технику. Вес, еще раз, небольшой, полностью растянули и полностью выровняли. Он не делает никаких специальных движений. То есть максимально естественный ход локтевого сустава. Вот куда пришли кулаки, куда они ушли, значит там вам удобно. Плечи не гуляют, вам комфортно. Выполнив 15-20 таких повторений в 2-3 подходах, трицепс, который предварительно был очень сильно утомлен, получает полную растяжку в этой длинной амплитуде. В общем, этого вам будет достаточно, чтобы получить удовольствие и сделать эту тренировку в течение 50 минут. И, как я уже сказал, пойти пить холодный квас. Спасибо, друзья, что посмотрели тренировку. Опять же, она была сделана именно по вашему запросу. Андрей Шарапов для вас старался. Я разговаривал, Дмитрий снимал. Клуб Оранж предоставлял возможности нам для всего этого. Ждите следующую. Она такая же будет легенькая, летняя. Именно для реабилитации, для восстановления. До новых встреч. Masters of Body всегда с вами. Пока.